Тема нашей выставки вам известна. Это «Русская Православная Церковь. Итоги 20-летия 1991-2011 годы». Таким образом, в этом году выставка особенная, форум, как мы говорим всегда об этом мероприятии, форум особенный, он, можно сказать, юбилейный, и поэтому мы действительно пытаемся осмыслить путь церкви за последние 20 лет. С одной стороны, 20 лет для истории церкви это немного, а с другой стороны, разница с тем состоянием, в котором находилась церковь в 1991 году, конечно, колоссальная. И я думаю, что даже тот факт, что мы сегодня находимся здесь, в одном из лучших пресс-центров страны, он показывает, что в 1991 году вряд ли можно было бы помыслить вот об этом и о таком внимании средств массовой информации. Позвольте мне напомнить вам буквально несколько цифр. В 1991 году в Русской Православной Церкви было 12 тысяч приходов, 117 монастырей, 2 духовные академии, 7 духовных семинарий, 12 духовных училищ, 4 регентские школы. В 2011 году у нас 30 675 приходов, 29 324 священника, 3850 диаконов, 805 монастырей, количество духовных школ также увеличилось. Конечно, это количественные показатели, но цифры тоже впечатляют и о многом говорят. Вместе с тем мы прекрасно понимаем, и об этом постоянно говорит и святейший патриарх Кирилл, и священноначалие нашей церкви, что мы находимся только в начале пути. Это вот принципиальный момент и принципиальное отношение к ситуации. Мы находимся только в начале пути, и мы понимаем, что само по себе количество храмов, которое при этом мы считаем недостаточным для эффективного служения церкви, для максимального служения церкви, но тем не менее само по себе количество храмов еще не говорит о содержании. И мы надеемся, что наша выставка и поможет нам с вами вот вступить в этот очень серьезный, глубокий и содержательный диалог. Поскольку действительно перед церковью мы сейчас находимся, может быть, у какого-то порога нового качественного этапа. И если вы следите за тем, что происходит в церковной жизни, вы видите, как активизируется служение церкви в социальном плане, в образовании, в других сферах, где естественным является соработничество церкви и общества. Таким образом, церковь вносит свой вклад в решение тех проблем, которые сегодня для нашего общества являются актуальными. И демографическая проблема, множество социальных проблем, проблемы в сфере образования. Церковь не понимает всю ответственность, которую она несет в современном обществе за состояние общества, за нравственное состояние в первую очередь, и рассматривает существующие проблемы как проблемы пасторские. В этом году, по благословению Святейшего Патриарха, мы делаем совершенно иную выставку. Сейчас мы вам представим вначале презентацию, давайте вначале презентацию, а потом ролик. Выставка будет, как сейчас говорят, компьютерная и интерактивная. Ну, вот так вот можно будет крутить эти два огромные глобуса на вот этих вот 4 следующих. Давайте. Вот так мы приближаем любой регион. 27 глобусов, простите. 27 глобусов. Вот, например, европейскую часть страны мы можем посмотреть. Вот так вот будут православные СМИ выглядеть. Владимир Романович Легойда, Фома, известный наш и любимый журнал. Вот так вот мы переставляем. Очень серьезно поработали поработала компания «Вамбат». Епархиальные. Вот в каждую епархию мы заглядываем и видим фильм, фотографии, храмы, ну вот все, что епархия может рассказать. Вот видите, здесь от Чукотки до Антарктиды. Это что такое? Это приход. Мы можем заглянуть в каждый конкретный приход. Ну, если не каждый, скажу честно, то во многие. Но выставка будет развиваться и дальше, потому что уже она востребована, уже просят нас и на Украину, и вот это та самая звонница, видите, разные храмы, в которых можно позвонить, и на Украину, и по России просят очень эту выставку провести. Поэтому вот мы вместе с 2 компаниями, с которыми мы работаем, с компанией Рестек, которая уже 10 лет ведет эту выставку, и с компанией Вамбат, готовимся и к тому, чтобы эту
выставку, если нас попросят по-настоящему действительно провести. Вот на Валдае можно позвонить, как вы видите, и так далее. Вот так вот это будет. Но это все, это 1/100 часть того, что там задумано. Я хотел бы поблагодарить в первую очередь тех, кто сделал возможным осуществление всех этих проектов. Это правительство Москвы, которое уже 10 лет, как я уже сказал, предоставляет все возможности города, включая рекламу, включая манеж в первую очередь. И очень-очень многое для того, чтобы такие выставки были. Поблагодарить компанию Ростелеком. Сейчас президент этой компании Александр Провоторов еще скажет несколько слов. Благодарить фонд святителя Василия Великого, Константин Малафеев здесь присутствует. Большая сумма была выделена на этот проект. Но христиане понимают, что надо показать. Вы знаете, это действительно очень важно и интересно посмотреть, что же мы смогли сделать с помощью Божией, что Господь благословил сделать за эти 20 лет. Это не будет только фанфарная выставка, это не будут только некие такие смешные триумфы. Смешные в том смысле, что триумфаторством заниматься действительно всегда смешно. Мы предполагаем, что вскоре после этой выставки будет серьезная конференция, которые будут созываться и среди мирян, и среди духовенства, тема которых будет актуальные проблемы сегодняшней жизни Русской Православной Церкви. И здесь уже будет не до триумфаторства. Здесь будут действительно живые, порой болезненные и серьезные проблемы. И вот мы с Владимиром Романовичем Легойдой сейчас готовим проекты этих конференций, которые последуют непосредственно вслед за выставкой. Еще 2 слова хотел бы сказать. Будет создан большой сайт, интернет-сайт, на котором вся эта выставка и будет. Можно будет войти в эту выставку, пройтись по всем, тоже интерактивно, пройтись по всем экспозициям, прислать свои какие-то экспонаты на эту виртуальную выставку, интернет-выставку, прислать свои пожелания, согласиться, не согласиться с тем, что делается в той или иной области в Русской Православной Церкви, что-то посоветовать, там будут форумы. В общем, это будет такой масштабный, серьезный сайт. И еще я хотел бы очень и очень поблагодарить 2 организации, благодаря которым, профессионализму которых была создана эта выставка. Это компания «Рестек», Сергей Николаевич Трофимов здесь присутствует. 10 лет со Святейшим Патриархом эта компания, порой в убыток себе, проводила эту выставку. И компания «Вамбат», ее представители тоже здесь присутствуют, которая в этом году создала вместе с нами новый, обновленный образ этой выставки. Большое спасибо.